Сегодня я с большим удовольствием работал в Гурзуфе на Чеховке. Попозже покажу мотив, который писал, красоту, которая вокруг, цветение. А сейчас несколько вопросов ваших. Александр Мороз предложил товарищам вот как оценивать сделанное. Накидать на мониторе фотографии картин из Дорсе, музей Франции, импрессионизма, ну и не только. Например, и в этот рядок вставить фото какой-нибудь своей работы. Хорошая идея. Согласились, что это средство будет сильно действующее. Но это очень интересно. Но опять же нужна какая-то осведомленность, чутье, вкус, сильно действующий вкус, чтобы вообще разобраться. И будет очень приятно, если ваша работа будет в авангарде, то есть в первых рядах. Очень интересно. Напишите потом, как все это проходит у вас, и были ли те, которые отметили вашу работу. Ведь же вы показываете анонимно, как я понимаю. Александр Мороз у меня занимается в онлайн-школе, и очень хорошие работы у Александра. Вы можете почитать, какие он оставлял отзывы об курсах, уроках. По поводу внутренней самооценки, что ли, того, что вы делаете, каждый из вас, из нас. Мне вспомнился пример. Я брал интервью у Саши Тыщенко в Санкт-Петербурге, прекраснейший художник. Он преподает в Академии художеств имени Репина. И я его спросил в интервью, которое, кстати, есть у меня на канале, почему я не вижу твоих выставок. И он сказал, когда я почувствую, что моя работа может быть в одном ряду с Репиным, ну, еще там назвал ряд фамилий, которые важны для него, то я буду выставляться более активно. Конечно, его работы на выставках Союза художников я видел, присутствуют. Старик, который сидит на койке, окунул ноги в теплую водичку в тазике. Ну, это просто шедевр, на мой взгляд. Иваныч, Вячеслав сегодня смотрел ваши видео. Я в таком диком восторге. Очень приятно, Иваныч. Жена просит заказать портрет, но, боюсь, она вам не понравится. Тем более, что вы пишете только девушек до 18 лет. Да вы и возраст знаете тех, кого я пишу. Удивительно. Или это такой стёб? Да нет, Иваныч, я пишу людей. И меня возраст, в общем-то, не очень-то сильно интересует, поскольку душа мне интересна. И изобразить душу человека, который струится из глаз каждого из нас. Вот это интересно. Так что заказывайте смело портрет. Я так понял, у меня. И будем писать. Марина Урванцева, когда будет бесплатный урок по портрету? Ну вот сейчас детский портрет у меня. Акция на детский портрет. Это курс из 10 уроков, который в моей онлайн-школе запущен. И завтра, 16 числа, будет заключительный день этой акции, когда вы сможете приобрести весь курс за полцены. Там первый урок бесплатный по портрету. Рисунок, конструкция формы человека, акварельная заливка. Посмотрите его. Друзья, я приглашаю вас пройти курс «Детский портрет». Причем я буду его писать, весь курс, все портреты акварелью. Это не значит, что вы должны работать в этом же материале. Он очень самый сложный. Пишите в любой технике, которая вам интересна. Первый урок бесплатный. На нем мы изучаем конструкцию детской головы и рисуем предварительный рисунок карандашом для того, чтобы потом работать акварелью. Особое внимание я обращаю на конструктивную часть, на рисование объема. Мы не просто сравниваем расстояние, величины, но мы работаем еще над объемом. Учимся видеть конструкцию и мыслить плоскостями, когда мы уже будем писать. У всех есть дети, внуки, и, конечно, этот курс будет вам интересен. Идея в том, чтобы вы смогли подняться на новый уровень мастерства и делать работы более профессионально. И мы будем набираться опыта, чтобы использовать фотографии качественные для того, чтобы применять их как исходный материал. Детей усадить и невозможно, чтобы они держали долго позу, поэтому на этом материале мы будем осваивать
работу с фотографией. Конечно, приветствуется делать наброски ваших близких как можно больше, с тем, чтобы развивался навык рисования с натуры. Но опытные художники всегда применяли фотоматериалы в своих работах для своих картин. Стесняться этого не нужно, мы просто будем набираться опыта, работать с таким материалом. Это различные характеры, различные состояния, которые мы будем учиться кристаллизовывать в материале, в листе бумаги. Или в холсте кто-то захочет писать маслом. Интереснейшая и сложнейшая задача. Пугаться сложности не надо. Мы будем писать ощущения, свое впечатление передавать. Ну и учиться, конечно, передавать это все на фундаменте, который основан на главных законах живописи и рисунка. Есть два пакета – базовый и расширенный. Базовый пакет дает вам доступ в течение 6 месяцев ко всем материалам курса на платформе. Расширенный пакет предусматривает обратную связь. После каждого урока вы выполняете домашнее задание, присылаете мне на разбор, я даю свою рецензию, и вы получаете доступ к следующему уроку. Я буду публиковать лучшие ваши работы на YouTube, на Яндекс.Дзене, ВКонтакте, в Телеграме. И также тем, кто купит расширенный пакет, будет доступ к дневнику открытий, который я завел в Телеграм-канале. Он довольно быстро пухнет, потому что все делятся своими открытиями в живописи. Он очень ценный, этот дневник. Ну, для меня, по крайней мере. Я жду от вас ответ на мое предложение. Принимайте решение, приступаем работать немедленно. Наталья Боровская. Нас не будет, а картины останутся. А смысл этого? Нас же уже не будет. Вертолет тарахтит в небе высоко. Я был в Болгарии, когда снимал всяческие там фильмы эзотерические. Наверное, сейчас и слово такое нельзя произносить, пока не запретили еще. Вот. И там мне рассказали одну историю про дедушку, который, ему было много лет, и он сажал кедры. А другой его тоже, немолодой друган, спросил: чего ты, Иваныч, кедры ты садишь? Они же долго растут, и нам с тобой не увидеть даже такого, да? Там долго растут. А этот Иваныч сказал, что зато наши дети, внуки смогут находиться в тени этих кедров. Какая удивительная история. Человек сажал кедры, зная, что он не увидит их, но не сможет побывать в их тени и не увидит их зрелыми. Но для других, да, зато старался. На мой взгляд, в этом какой-то большой смысл, что ты делаешь, не для себя все делаешь, а просто делаешь, потому что это красиво, и когда-нибудь эту красоту кто-то заметит. Благодарность от людей к этому дедушке или к нам, которые пишут картины, не вернется прямым способом, потому что человек уже не будет или нас не будет. Но наша душа, когда мы делаем это, сажаем кедры, цветы или пишем картину, нашей душе хорошо, она растет, осознавание растет, все растет, увеличивается, Бог растет. Если принять за внимание, что Он не отделен от нас. Мы растем, значит, Он растет. Марина Арская. Спасибо за видео. У меня вопрос по новому курсу. Можно ли его купить сейчас, а время доступа начать отсчитывать позже? Можно, конечно, обращайтесь. Наталья Боровская. Вячеслав, возможно ли исцеление искусством, живописью? Как вы думаете? Вы знаете, Наталья, удивительно для меня самого, но часто мне приходят, не прям часто, но приходят такие письма, сообщения, что мои картины являются целительскими. Я так думаю, что от человека зависит, как он смотрит, как он впитывает энергию, которая заложена в картине. Что там в ней заложено? Я пишу в состоянии восторга, да? Пишу все время практически. Это кристаллизуется в холсте. И зависит от того, настроен ли
вот этот аппарат смотрящего зрителя на эту частоту, если настроен или настраивается в какой-то момент, вы можете вот почувствовать это, как замирает сердце, там, ну, в общем, вот этот восторг, который во время создания работы был, он передается таким способом, через сонастройку. Поймать нужно эту частоту. Знаете, как раньше приемники были, там, с крутилочками такие, и начинает что-то говорить. Ты попал на частоту, по которой вещает «Голос Америки», например. Да, я слушаю. Конечно, кругом глушилки, современное искусство, треугольники, квадраты, кубы. И через эти глушилки все равно голос пробивается. И ты слышишь, что до тебя хочет донести художник. Ну и вообще состояние радости, несмотря ни на что, является целительным. Я раньше этого не понимал. И какие-то ранние работы у меня такие были в темных тонах, ну не очень-то и радостные. Ну а когда это проникает в тебя, то ты, в общем-то, и не можешь писать другого. Можешь, но зачем? Друзья, набирайтесь в мои группы на мастер-классы. На сайте вся информация выложена. Программы в Италии, Плёс скоро будет на Волге. С 9 по 13 апреля Плёс. Записывайтесь, мне пишите, либо на сайте оставляйте заявки. Ну и Италия. Сначала Гарда в мае месяце, потом Рим. Арт Борков. Смотрел одну художницу на Ютьюбе. Так она так прямо и сказала. Классическая живопись – это нафталин, который никому сегодня не нужен. Ну, ей, видимо, не нужен. Вы так чувствительно на это среагировали, Арт Борков. И таких в Ютьюбе пруд-пруди критиков классического искусства. Договорились до того, что учиться в вузе не надо, это трата времени впустую. И ведь слушают и соглашаются с ними. Кто слушает? Я не слушаю, и вы, похоже, не очень-то слушаете. А сказал бы вот так какой-нибудь хирург: не нужно мне никакого медицинского образования, у меня очень красиво скальпелем вот так получается надрезы делать, там, когда я оперирую. А ты ж не знаешь, куда ты лезешь. А я чувствую, у меня сверхчутье. Я думаю, что люди из нашей палаты, с госпиталя, не пошли бы к такому хирургу. Нафталин, да? Ну, нафталин тоже полезен. Моль убивает. Хотя лаванда лучше. Даже масло лавандовое продается. Я покупал, ну, когда был в этой самой, в Провансе. Там прям, ой, хорошее такое, пахучее. Я думаю, переживать не нужно. Арт Борков и все другие, кто защищают классическое искусство, реалистическое, ну и прочее. Все равно найдется группа людей, пусть этот срез будет маленький, кому это нужно. Ну так с книжками, например. Вот цифровые книги заместят, электронные заместят бумажные. Да ничего подобного. Всегда есть люди, которые хотят перелистывать страницы. Вот мне приятно, я все равно вот сейчас заказал на Валбересе там книжечку бумажную, хотя она есть и в электронном виде. Мне приятно читать. Так и с живописью. Пусть будут в нашем ботаническом саду разные цвести цветы, растения. Ну, разные. Кто-то будет любоваться на калы, а кто-то сочтет это старомодным и вообще сравняет грядки в ноль. Просто трава, газон, ничего, чтоб не было, ничего. Но пусть будут и такие, которым ничего, вот эта пустотность их согревает и возносит. Я на Чеховке, в Гурзуфе. Эту работу начал в прошлом году, и она мне не понравилась, как она решена. Сейчас пришел через год и дописал ее. И решение, которое я нашел, я выложу на Бусти. Вы просите меня побольше показывать, как я пишу. Вот это ресурс, где можно по подписке смотреть мои работы, этюды, как я работаю над картинами, над эскизами, набросками. В общем, это моя мастерская, куда я вас приглашаю. И я сегодня добавлю часовой, наверное, получился репортаж, как велась работа, и как она заканчивалась. Включайтесь, я уверен, что это будет способствовать вашему росту профессионализма, потому что вы будете больше видеть, как я работаю. Друзья, не забывайте подписываться на канал, делитесь видео с друзьями
И задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, конечно. Пока, ребята, увидимся скоро.